что мне было-то? 19, наверное, однако. Да. Да. Да, 19 лет. Помнишь, да, это в то время? Вот. Помню. У меня был Каждый пытался как-то заработать Да. себе, Что-то надо было заработать. Надо, что-то там нужно было нам. Мотоцикл надо Мотоцикл, все. Чтобы девчонки нам сзади кататься. Вот мотоцикл. Ну, пацаны. Тогда мне предложили мотоцикл купить, сейчас не поверите, ребят, за 500 рублей. Ну тогда такие цены еще, вот 500 рублей, типа старый мотоцикл, но хороший. Ишь Юпитер 4. А у них серия, тогда потом, я тогда этого не знал. Серия же была не очень, они сыпались. Угу. И вот я пошел работать в лесничество. Меня поставили на рубки ухода, где лес плотный. Вот это, говоришь, тонко, говорит, в крону лезет. Тут надо, говорит, убирать, вот они меня учили. Бригада, по-моему, у нас была что-то человек 6 или 7. Сейчас уже точно, ребят, не вспомню. А мне они дали отдельную делянку, говорит, вот здесь поработаем, ну, посмотрим как, потом, значит, уже вместе в бригаду. Все, они ушли на свою деляну, я здесь один, значит, на своей деляне. Хожу, значит, тюкаю, ага, вот это надо убрать, рубки ухода, вот это. И в какой-то момент я начинаю, как мне тогда показалось, слышу такой отрывистый скрип дерева. Вот такое. Я раз остановился. Думаю, дерево. Сначала первая была мысль, уха же неопытная еще. Первая мысль была, что дерево скрипит. Потом, постой, ветра-то нет, что оно будет скрипеть? Замер. А у меня один топор, у меня больше ничего нет. Это вдалеке где-то было, да? Вот Это, такое? да, это было в Раздолинске, где-то, вот я слушаю, я сейчас не помню, по-моему, где-то вот по Ленинградке туда. У нас там дорога есть, ну ее Ленинградка называют. Я замер, стою. И тут же тотчас слышу опять, уже так, уже... Случай. Если медведь, вот сразу скажу, если медведь он подходит бесшумно. Он даже сам по себе ходит тихо. Но здесь он меня пугал сознательно. Смотрю, одна куча свежая, вторая. И вот это было конец июня, жарко было. И вот этих куч пар идет. И да. В жар, вот только свежая. И главное, как интересно, он, вот, допустим, орет, сам не показывается. Он опасается, сам не показывается. А вот рядом совсем случай ударит. И тишина. И вот уже сзади. А вот это вот, меня он оббежал, и ни один сучок не колыхнулся. Ух, как мне стало не по себе. Думаю, мать честная. А до дороги далеко, я-то зашел далеко с этими рубками ухода. А помню, отец говорил, не вздумай бежать, не вздумай паниковать, это у него сразу сработает инстинкт преследования, тогда тебе будет конец. Вот надо что-то громко говорить, можно что-то петь и продолжать как будто своими делами заниматься. Вот я я вспоминал, ребята, всякие песни, детские, частушки, все что угодно. Говорил громко, как будто с каким-то товарищем, да, давай там, ага, туда-сюда. Продолжаю вроде бы как своим делом заниматься, а он все не уймется. Чтобы ближе туда, уже там. Как ты его озвучиваешь? Ну вот он это самое. А сам с работой со своим делом потихоньку выхожу к дороге. Смотрю, он уже дороги просвет. И так охота мне как побежать туда, но нельзя. Потом я уже к дороге стал ближе выходить, он уже отстал. Слышу, уже не пугает, не рычит, в смысле не орет. На дорогу, ну туда, где у нас дорога, там с краю, да, костер, сразу же кострища. Ну, повесил сразу чайник, там все это дело. И прошло, пускай, может быть, минут 40, это уже время было к обеду. Смотрю, и бригада выходит. Они такие, о, ты чё, молодой, дескать, мы работаем, а ты это самое. Я говорю, да вот так и так, мужики. Выгнал меня Топтыгин, хозяин леса. И рассказал им это обстоятельство. Ну, они выяснили, где, что, мы потом пошли эти кучи посмотрели там. И вот после этого они сказали, все, будешь ходить, с нами работать. И так, и мы вот ходили уже вместе. Так а для чего он так тебя пугал? Что, это какое-то свое А место вот, было или кто-то да, охранял что-то? Понимаешь, я вот, да, вот это какое-то его место. Но что там было, допустим, он мог придавить какого-то сахатишку. Закидать его ветками, и он от этого места, как правило, далеко не отходит.
Вот. Ну, ожидает. Да, потухнет, он с душком начнет есть. Вот отец, кстати, рассказывал, они на такой, я ни разу на такую штуку, Руся, ребят, ни разу не натыкался вот именно на медвежью добычу, которую он ветками завалил, сахатишку, допустим, или там что-то еще. Или домашнюю скот, может. Или, ну, хоть, ну, да. Ну, А, допустим, отец, они, однако, с братом, вот мы, говорит, наткнулись на такую штуку. Он говорит, торчат, говорит, копыта, и вот эта куча хламом лесным завалена. И мы поняли, что это, значит, его дело. Ну что, будем его добывать. А он это свою добычу будет защищать обязательно, и далеко он не отходит. И вот, говорит, тоже так, говорит, не показывается, а вот я, говорит, вижу, вот он здесь, вот пятно, говорит, какое-то такое, куста. Ну, стрелять не будешь, потому что это самое, точно не видно его, точно. И вот так вот вот по звуку слышно, вот так в нашу сторону так вот фычкнет, два прыжка, говорит, сделает, и опять. Потом с другой стороны фычкнет, раз, какие-то прыжки к нам, и опять. Пугает. пугает. Ага, ну что, будем его добывать. Пришли, приготовились. Он это дело сразу понял. Он понимает, что на него будут охотиться медведь, это все. Все, нету. Он стал приходить ночью. Ты не будешь сутки сидеть. Надо какой-то пересменок тогда меняться. Мгм. Он стал приходить ночью, вот как правило, вот где-то, ну вот под утро. Мы, говорит, даже пытались до темноты сидеть, бесполезно. Мы его ждем, а он нас слушает, ждет. Ушли, и он этого всего Сахатова и съел, и мы его и не добыли. Вот такой вот, это очень ловкий, хитрый зверь.